Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Представляем вашему вниманию ролик, который перевернет ваше представление о знаке зодиака Козерог. Вы когда-нибудь задумывались, почему козероги часто оказываются в центре недовольства окружающих? Почему люди порой не могут понять их, или даже открыто не переносят? В этом видео мы раскроем 25 самых неожиданных и непростых причин ненависти к этому знаку зодиака. Да, вы не ослышались, именно 25. Мы углубимся в кармическую сторону, астрологические особенности и откроем те темные уголки, которые редко освещаются в обыденной жизни. Но это еще не все. В конце ролика вас ждет настоящий сюрприз – 18 мощных шагов, которые помогут не только понять, но и трансформировать эти недостатки. Мы расскажем, как использовать знания астрологии, кармических законов и древней магии, чтобы взять под контроль свою судьбу и стать лучшей версией себя. Не упустите шанс изменить свою жизнь и освободиться от кармических блоков. Обещаем, что в конце ролика у вас будет целый арсенал практических методов, чтобы устранить все эти препятствия и наполнить свою жизнь гармонией. Досматривайте до конца, и вы не пожалеете. Итак, поехали. Причина первая – серьезность козерогов. Козероги славятся своей сосредоточенностью и серьезным подходом к жизни. Многие восхищаются их трудолюбием, но иногда эта черта воспринимается как скучность или чрезмерная строгость. Люди могут считать, что козероги не способны наслаждаться простыми радостями или легко воспринимать жизнь. Однако серьезность – это одновременно их дар и испытание. Она помогает добиваться целей, но может мешать выстраивать теплые и легкие отношения. Кармический совет: Вселенная напоминает козерогам, что баланс – это ключ к гармонии. Важно помнить, радость и спонтанность не противоречат целеустремленности. Позвольте себе быть здесь и сейчас, наслаждаясь моментами, а не только стремлением к вершинам. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу радость в каждом моменте своей жизни. Моя серьезность и легкость дополняют друг друга, создавая гармонию. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя в солнечном поле, где вы беззаботно гуляете. Легкий ветерок касается вашего лица, а солнце согревает вас. Почувствуйте, как энергия легкости проникает в ваше сердце, наполняя его теплом и радостью. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите небольшой воздушный шар и напишите на нем слово «легкость». Зажгите свечу и несколько минут смотрите на ее пламя, представляя, как оно разжигает в вас тепло и радость. Затем выйдите на улицу и отпустите шар в небо, наблюдая, как он поднимается вверх. Скажите вслух: я отпускаю излишнюю серьезность и впускаю в свою жизнь радость. Причина вторая – упрямство козерогов. Козероги известны своей стойкостью, но иногда это превращается в упрямство. Они могут держаться за свое мнение, даже если оно уже не актуально. Людям кажется, что козероги игнорируют чужие точки зрения, предпочитая идти против течения, что создает конфликты. Кармический совет: Вселенная напоминает, что гибкость – это не слабость, а сила. Учитесь слушать других и искать компромиссы. Это укрепит вашу мудрость и откроет новые пути к успеху. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мое мнение ценно, но я открыт для новых точек зрения. Я нахожу баланс между стойкостью и гибкостью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте реку, текущую мимо камня. Вы – этот камень, а река символизирует идеи и мнения окружающих. Вместо того, чтобы противостоять течению, позвольте воде мягко обтекать вас, помогая вам вписаться в поток жизни. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите белую свечу и напишите на листе бумаги 3 ситуации, где вы могли бы проявить больше гибкости. Скажите: я отпускаю упрямство и принимаю поток жизни. Сожгите бумагу в пламени свечи, символизируя освобождение от твердости. Причина третья – критичность козерогов. Козероги часто замечают недостатки, как свои, так и чужие. Их критика бывает резкой, из-за чего окружающие чувствуют себя подавленными. Однако критичность – это следствие их стремления к совершенству. Они хотят помочь, но не всегда находят правильные слова. Кармический совет: ваша задача – учиться видеть позитивное и облекать критику в мягкие и ободряющие слова.
Это усилит вашу способность вдохновлять других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя честность помогает людям расти». Я нахожу слова, которые дарят поддержку и вдохновение. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы посадили маленький саженец. Вместо того, чтобы указывать на его недостатки, вы поливаете его и заботитесь о нем. Почувствуйте, как ваши слова становятся водой, которая помогает людям расти. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите цветок в горшке и шепните ему добрые слова, представляя, что вы говорите это человеку. Это упражнение поможет вам развить привычку говорить позитивно. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Козерог. Причина 4: эмоциональная закрытость козерогов. Козероги кажутся эмоционально недоступными. Они редко показывают свои чувства, предпочитая оставаться спокойными и собранными. Из-за этого люди считают их холодными или безразличными. Кармический совет: открытость – это дар, который укрепляет связь с окружающими. Научитесь выражать свои эмоции, не боясь быть уязвимым. Это сделает ваши отношения крепче и глубже. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыто выражаю свои чувства. Моя уязвимость – это моя сила. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это запертый сундук. Ключ от него вы держите в руках. Откройте сундук и почувствуйте, как из него вырывается теплый свет, освещая все вокруг. Этот свет – ваши эмоции, которые наполняют мир теплом. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на листке бумаги 3 эмоции, которые вы хотите выразить. Зажгите розовую свечу и, держа листок, скажите: я открываю свое сердце для любви и понимания. После этого сожгите бумагу, символически открывая путь для своих эмоций. Причина 5: амбициозность козерогов. Козероги постоянно стремятся к вершинам. Их амбиции вдохновляют, но одновременно пугают людей, которые видят в них холодный расчет. Некоторые считают, что козероги ставят карьеру выше отношений. Кармический совет: учитесь показывать, что успех для вас не только о достижениях, но и о радости делиться им с другими. Это привлечет поддержку и гармонию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои цели вдохновляют меня и окружающих. Я делюсь своим успехом и радостью с миром. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как вы стоите на вершине горы, а вокруг вас люди, которым вы помогли подняться. Вы видите их радость и чувствуете, как ваша амбициозность становится источником вдохновения для всех. Ритуал на избавление от источника этой причины: на листке бумаги напишите свое главное достижение и то, как оно может помочь другим. Заверните листок в золотую ткань, положите его под свечу и скажите: мои успехи для блага всех. Позже развяжите ткань, представляя, как делитесь своей радостью. Причина 6: медлительность козерогов в принятии решений. Козероги часто долго обдумывают свои действия, что раздражает окружающих. Но за этим стоит их ответственность и желание сделать все правильно. Кармический совет: понимание того, что интуиция и решения могут быть легкими, освободит вас от лишнего стресса. Доверьтесь своим первым импульсам. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю своей интуиции и принимаю решения с легкостью и уверенностью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на перепутье. Светлый луч указывает вам путь, и вы легко идете за ним, чувствуя уверенность в своем выборе. Ритуал на избавление от источника этой причины: положите перед собой 2 монеты. На одной напишите «интуиция», на другой «разум». Подержите монеты в руках, закройте глаза и произнесите: я доверяю гармонии своего разума и сердца. Затем выберите монету, символизирующую ваш выбор. Причина 7: консервативность козерогов. Козероги часто придерживаются традиционных взглядов и неохотно принимают перемены. Это может раздражать окружающих, которые хотят свежих идей и гибкости.
Их преданность привычкам и проверенным методам иногда воспринимается как упрямство и неспособность адаптироваться к новым условиям. Однако их консервативность – это не недостаток, а защитный механизм, чтобы избежать ошибок. Кармический совет. Жизнь требует изменений и обновлений, а Сатурн, управитель Козерога, учит, что даже самые крепкие стены требуют реставрации. Осознайте, что страх перемен – это голос вашего внутреннего защитника. Чтобы расти, примите истину: все в мире изменяется, и это естественно. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт новому, и перемены приносят в мою жизнь радость и успех. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед дверью, которая закрыта на засовы. Символизируйте свою консервативность этими засовами. Медленно, с каждым вдохом, вы открываете их. За дверью светлый сад, полный свежести, где вы чувствуете радость от свободы и новизны. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для ритуала обновления вам понадобится лист бумаги, чернила двух цветов, например, черные и зеленые, свеча. Напишите черными чернилами 3 вещи, к которым вы слишком привязаны, но которые больше не служат вашему благу. С зелеными чернилами напишите 3 новых действия или привычки, которые вы готовы попробовать. Зажгите свечу и, держа лист в руках, скажите: я прощаюсь с прошлым, принимаю обновление, впускаю свет в свою жизнь. Сожгите лист в огне свечи, наблюдая, как старое уходит, а новое наполняет вас энергией. Причина 8. Материализм Козерогов. Некоторые люди считают, что Козероги слишком зациклены на материальных ценностях. Их желание строить карьеру, достигать финансового успеха и обладать статусом порой воспринимается как жадность или неспособность наслаждаться нематериальными вещами. Однако эта привязанность к материальному – часть их природы, продиктованная задачей создавать устойчивую основу для себя и своих близких. Кармический совет – учитесь находить баланс между материальным и духовным. Кармический урок здесь в осознании, что богатство мира измеряется не только золотом, но и богатством души, радостью и любовью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мой успех служит миру, а моя душа наполняется светом и гармонией. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами стоят весы. На одной чаше золотые монеты, а на другой сияющий кристалл, символизирующий духовные ценности. Постепенно весы приходят в равновесие, наполняя вас чувством гармонии. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для практики баланса найдите небольшой кристалл, например, аметист. Возьмите монету или купюру, держите их в разных руках и произнесите: я в гармонии с миром. Материальное и духовное находятся в балансе в моей жизни. Разместите кристалл на своем рабочем месте как напоминание о духовных ценностях, а монету – в копилке, символизирующей ваш успех. Причина 9. Излишняя серьезность Козерогов. Козероги часто воспринимаются как излишне серьезные личности, не способные расслабиться или просто повеселиться. Это создает впечатление, что с ними сложно находиться рядом, ведь они требуют дисциплины не только от себя, но и от окружающих. Однако их серьезность – это выражение ответственности за свою жизнь. Кармический совет – научитесь доверять процессу жизни. Иногда отпустить контроль – значит впустить легкость и радость. Осознайте, что мир не рушится, если вы расслабитесь, а ваше внутреннее спокойствие станет источником силы. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю жизни и позволяю себе наслаждаться ее дарами. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя сидящим на берегу океана. Вы видите волны, которые накатывают и уходят. Вы чувствуете, как каждая волна уносит вашу серьезность, оставляя легкость и радость. Ритуал на избавление от источника этой причины. Ритуал на расслабление. Наполните ванну теплой водой или найдите тихое место у воды, если это возможно. Добавьте несколько капель эфирного масла лаванда. Зажгите свечу и скажите: я отпускаю тревоги и наполняюсь радостью. Проведите в воде 15-20 минут, ощущая, как напряжение уходит, а легкость приходит. Причина 10. Замкнутость Козерогов. Козероги известны своей склонностью к изоляции. Они редко делятся своими эмоциями, что может создавать ощущение холодности.
Их замкнутость объясняется страхом быть неправильно понятыми или ранить других своими словами. Кармический совет: учитесь открываться близким людям. Кармический урок заключается в том, чтобы понять: уязвимость – это не слабость, а мост, который соединяет сердца. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя искренность укрепляет связи и приносит радость в мою жизнь. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это закрытый цветок. С каждым вдохом он распускается, источая аромат доверия и любви. Ритуал на избавление от источника этой причины для работы с открытостью. Напишите письмо близкому человеку, в котором расскажите о своих чувствах. Зажгите свечу и, читая письмо вслух, если готовы, произнесите: «Я открыт для любви и понимания». Отправьте письмо или сохраните его как символ своей готовности к общению. Причина 11. Карьеризм козерогов. Козероги часто воспринимаются как карьеристы, которые ставят работу превыше всего. Это может отталкивать тех, кто ценит семейные и дружеские отношения. Однако их трудолюбие – это выражение любви к близким, стремление обеспечить их будущее. Кармический совет: научитесь ставить границы между работой и личной жизнью. Ваш кармический урок – осознание, что истинный успех измеряется не только карьерными вершинами, но и гармонией в отношениях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я успешно балансирую между карьерой и отношениями, создавая гармонию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте два дерева, одно символизирует вашу карьеру, другое – личные отношения. Они растут рядом, их корни сплетаются, создавая сильный и гармоничный союз. Ритуал восстановления баланса. Напишите на 2 листах бумаги свои профессиональные и личные цели. Объедините их, перевязав нитью, и скажите: «Моя жизнь – это гармония работы и любви». Разместите сверток в месте, которое символизирует ваш дом или рабочее пространство, как напоминание о необходимости баланса. Причина 12. Высокие стандарты козерогов. Козероги часто предъявляют высокие требования к себе и окружающим. Это может вызывать напряжение, так как окружающие не всегда готовы соответствовать их стандартам. В итоге они рискуют остаться разочарованными. Кармический совет: поймите, что идеал недостижим. Учитесь ценить процесс, а не только результат. Ваш кармический урок в осознании, что маленькие шаги и ошибки также ведут к цели. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю свои успехи и благодарю за каждый шаг на своем пути. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте лестницу, каждая ступенька которой символизирует ваш успех. Поднимаясь по ней, вы чувствуете гордость за себя, независимо от того, насколько быстро вы идете. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите свечу и положите перед собой зеркало. Посмотрите на себя и скажите: «Я достаточно хорош таким, какой я есть». Мои достижения – это результат любви к себе. Оставьте свечу гореть, пока вы записываете 5 вещей, за которые вы гордитесь собой. Причина 13. Излишняя строгость козерогов. Козерогов нередко воспринимают как слишком строгих людей. Их серьезность и требовательность могут отпугивать тех, кто ищет легкости и понимания. Однако строгость козерога – это всего лишь его способ защиты и стремления к порядку. Кармический совет: разрешите себе и другим совершать ошибки. Помните, что ошибки – это не провал, а возможность учиться и расти. Отпустите контроль и позвольте Вселенной помочь вам найти путь. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я позволяю себе быть гибким и принимать жизнь с легкостью и радостью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте жесткую линию, которую вы проводите на песке. Затем представьте, как мягкий ветерок стирает эту линию, заменяя ее на мягкие волны. Почувствуйте легкость в своем сердце. Ритуал на избавление от источника этой причины: найдите гладкий камень. Напишите на нем слово, которое символизирует строгость или контроль, например, жесткость. Отнесите его к реке, озеру или морю и бросьте в воду, произнося: «С этой водой уходит моя строгость. Я принимаю гибкость и легкость». Причина 14. Скучность козерогов. Некоторые считают, что козероги скучны, потому что предпочитают стабильность и порядок вместо спонтанности. Их осторожность воспринимается как нежелание рисковать или веселиться. Кармический совет:
Добавьте в свою жизнь элементы неожиданности. Спонтанность может открыть перед вами новые возможности и привнести радость. Помните, что жить в моменте – это тоже часть вашего пути. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт к радости и спонтанности, впуская в свою жизнь новизну». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя на ярмарке. Вы окружены разноцветными шарами, аттракционами и смехом. Почувствуйте себя легким и свободным, наслаждаясь каждым мгновением. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на бумаге любое неожиданное желание, которое вы хотите исполнить, например, прыжок с парашютом или поездка в незнакомое место. Сложите бумагу и положите ее под подушку на ночь. Утром произнесите: «Я открыт к новому и радостному», и выполните желание в ближайшие дни. Причина 15. Контроль козерогов. Многие видят в козерогах склонность к чрезмерному контролю. Они хотят быть уверенными в результате и не доверяют другим людям или процессам. Это может создавать напряжение и вызывать раздражение у окружающих. Кармический совет: осознайте, что контроль – это иллюзия. Доверьтесь Вселенной и ее гармоничным законам. Позвольте событиям разворачиваться естественным образом. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю Вселенной и принимаю ее мудрость». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим у реки. Вы держите в руках веревку от лодки, которую не хотите отпускать. Затем позвольте лодке уплыть по течению, наблюдая, как река уносит ее, а вы чувствуете спокойствие и уверенность. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите белую свечу и напишите на бумаге 3 вещи, которые вы хотите перестать контролировать. Сложите бумагу и поднесите ее к пламени свечи, представляя, как контроль превращается в легкость. После сожжения скажите: «Я доверяю Вселенной и отпускаю свои страхи». Причина 16. Эмоциональная холодность козерогов. Козероги часто носят маску холодности, чтобы защитить себя. Но это может отталкивать людей, которым не хватает душевного тепла в общении. Кармический совет: работайте над своей эмоциональной открытостью. Осознайте, что уязвимость не делает вас слабым, а наоборот, укрепляет отношения и помогает установить доверие. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мое сердце открыто, и я делюсь своим теплом с миром». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свое сердце как пылающий костер. Почувствуйте, как от него исходит тепло, согревающее вас и окружающих. Позвольте этому свету расширяться, окутывая всех, кто рядом. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите красную свечу. Напишите на бумаге качества, которые вы хотите проявлять, например, теплота, дружелюбие. Держа бумагу в руках, произнесите: «Я открываю свое сердце и наполняю его светом». Оставьте эту бумагу под свечой, пока она полностью не догорит. Причина 17. Страх перемен. Козероги иногда боятся перемен, предпочитая стабильность и предсказуемость. Этот страх мешает им расти и двигаться вперед. Кармический совет: перемены – это часть жизненного пути. Осознайте, что каждая трансформация открывает перед вами новые горизонты и дает возможность стать лучше. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с радостью принимаю перемены, зная, что они ведут меня к лучшему». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим перед дверью. Эта дверь символизирует перемены. Смело откройте ее и увидите за ней светлый, радостный пейзаж. Почувствуйте свободу и уверенность. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите лист бумаги и нарисуйте дверь. Напишите на ней слово «страх» и представьте, что открываете эту дверь. Разорвите лист на части, проговаривая: «Я освобождаюсь от страха и приветствую перемены». Причина 18. Надменность козерогов. Козерогов часто считают надменными из-за их уверенности в своих знаниях и опыте. Окружающим кажется, что они ставят себя выше других. Однако такая надменность зачастую возникает от желания защититься от критики или некомпетентности окружающих. Это маска, которая скрывает их уязвимость. Кармический совет: осознайте, что истинная сила в искренности и открытости. Проявляйте уважение к мнению других людей, даже если вы с ним не согласны. Учитесь видеть мудрость в словах каждого человека, ведь каждый из нас уникален и может чему-то научить.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыто делюсь своей мудростью и с благодарностью принимаю опыт других людей. Моя уверенность – это моя доброжелательность. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя на вершине горы. На этой вершине вы протягиваете руку всем, кто хочет подняться. Почувствуйте, как каждый из них приносит свою энергию благодарности, а вы делитесь своим светом. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите свечу светлого цвета, лучше всего желтого или золотого. Напишите на листе бумаги качества, которые вы хотите в себе раскрыть: искренность, уважение, открытость. Проговорите вслух аффирмации, глядя на пламя свечи. Сожгите бумагу в окне, представляя, как уходит ваша надменность, а вместо нее приходит доброжелательность. Причина 19. Манипулятивность козерогов. Иногда козерогов обвиняют в манипуляциях. Их умение стратегически мыслить и видеть наперед шаги других людей порой кажется окружающим попыткой подчинить их волю. Но манипуляция часто возникает из страха потерять контроль над ситуацией. Кармический совет: работайте над доверием к миру и людям. Помните, что честность и открытое общение укрепляют отношения сильнее, чем хитрые планы. Доверьтесь Вселенной, она всегда работает в вашу пользу, если ваши намерения искренни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я строю отношения на честности и открытости. Моя сила в доверии к себе и миру. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в кругу близких людей. Вы говорите им о своих желаниях и целях искренне, без манипуляций. Почувствуйте, как их энергия поддержки наполняет вас. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите прозрачную чашу с водой. Напишите на бумаге слово «честность» и положите ее под чашу. Проговорите аффирмации, глядя на отражение воды. Воду выпейте, представляя, как вы наполняетесь чистотой и доверием. Причина 20. Пессимизм козерогов. Козероги иногда кажутся слишком серьезными и склонными видеть проблемы вместо возможностей. Их природный реализм может восприниматься как мрачность и пессимизм. Кармический совет: учитесь видеть позитивные стороны в любой ситуации. Природа всегда балансирует свет и тень. Помните, что каждая сложность – это возможность для роста и обучения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я вижу свет даже в самые темные моменты. Мое сердце полно надежды и радости. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как темное облако проходит мимо вас, а над головой светит яркое солнце. Почувствуйте его тепло и радость, которые заполняют каждую клеточку вашего тела. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите небольшой камень и положите его в руку. Произнесите все свои негативные мысли, будто вкладывая их в этот камень. Затем бросьте камень в текущую воду, ручей, реку или даже раковину, представляя, как уходит весь ваш пессимизм. Причина 21. Осторожность, страх перемен. Козерогам сложно принять перемены. Их природная осторожность нередко превращается в страх перед неизвестностью, что воспринимается окружающими как застой или даже трусость. Кармический совет: примите перемены как необходимую часть жизни. Каждое изменение – это шаг к вашему росту. Помните, что даже звезды движутся, чтобы Вселенная оставалась в гармонии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю перемены с уверенностью и радостью. Каждый новый день – это возможность для моего развития. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте реку, текущую перед вами. Вы входите в ее воды и чувствуете, как течение уносит все ваши страхи, оставляя только спокойствие и готовность к переменам. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите белую свечу, символизирующую обновление. Напишите на бумаге один страх, связанный с переменами. Сожгите эту бумагу, представляя, как ваш страх исчезает. Причина 22. Скрытность, страх показать слабость. Козероги часто боятся показать свою уязвимость, предпочитая скрывать свои чувства. Это создает впечатление, что они безразличны или чересчур закрыты. Кармический совет: уязвимость – это сила. Поделитесь своими мыслями и чувствами с близкими. Это не сделает вас слабее, а только укрепит вашу связь с миром. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открываю свое сердце миру. Моя уязвимость делает меня сильнее.
Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что ваше сердце – это цветок, который медленно раскрывается под лучами теплого солнца. Почувствуйте, как свет заполняет вас изнутри. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите розовый кварц, камень любви и открытости. Сядьте в тихом месте и держите камень на уровне сердца. Проговорите аффирмации, представляя, как энергия камня наполняет вас. Причина 23. Перегруженность козерогов серьезностью. Постоянный фокус на серьезности и обязанностях делает козерогов угрюмыми. Окружающим кажется, что они лишены радости и легкости. Кармический совет: добавляйте в свою жизнь больше веселья. Позвольте себе отдых и радость. Помните, что смех – это тоже часть пути к успеху. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу радость в каждом мгновении. Моя серьезность сбалансирована легкостью. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, как вы кружитесь в танце под ярким солнцем, а вокруг вас звучит смех и радость. Ритуал на избавление от источника этой причины. Включите любимую музыку и танцуйте, пока не почувствуете, как радость переполняет вас. Запишите на бумаге, что делает вас счастливым, и повесьте список на видное место. Причина 24. Недружелюбие козерогов. Козероги иногда кажутся холодными и недружелюбными. Это создает барьер в общении с окружающими, даже если внутри они хотят тепла и принятия. Кармический совет: работайте над открытостью в общении. Искреннее тепло привлечет к вам людей, которые разделят вашу энергию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мое тепло и искренность привлекают любящих и поддерживающих людей. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, как ваши слова превращаются в свет, который окутывает каждого человека, с которым вы общаетесь. Ритуал на избавление от источника этой причины. Зажгите свечу оранжевого цвета. Напишите на бумаге качества, которые хотите проявлять в общении: доброта, дружелюбие, открытость. Прочитайте это вслух и сожгите бумагу, представляя, как ваше намерение закрепляется. Причина 25. Страх доверять людям. Козероги часто боятся разочарований, поэтому сложно доверяют. Это создает замкнутость, которую люди воспринимают как равнодушие. Кармический совет: помните, что доверие – это не слабость, а мост к настоящим и глубоким отношениям. Укрепляйте его маленькими шагами. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю людям и миру. Каждый человек в моей жизни – это дар Вселенной. Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте мост, который вы строите через глубокую реку. С каждым кирпичиком ваши отношения с миром становятся крепче. Ритуал на избавление от источника этой причины. Напишите на бумаге качества, которые вы цените в людях. Прочитайте их вслух. Благодарите за людей, которые уже рядом с вами. Бумагу оставьте под светом луны на ночь. Утром сложите ее в книгу, которую вы часто читаете, чтобы закрепить намерения. Так как же козерогам устранить свои недостатки и причины ненависти к ним других людей? Сейчас вы узнаете пошаговые рекомендации, как улучшить свою жизнь и избавиться от этих недостатков. Итак, вот 18 практических шагов для устранения недостатков козерогов. Шаг 1. Раскрытие энергии Сатурна. Сатурн, планета дисциплины и ответственности, управляет жизненными уроками Козерога. Важно работать с его энергией осознанно. В периоды, когда Сатурн находится в благоприятных аспектах, используйте эту силу для планирования долгосрочных целей и укрепления структуры своей жизни. Его энергия помогает достичь высот, если вы учитесь принимать уроки терпения и упорства. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю энергию Сатурна как дар для роста и становлюсь сильнее с каждым днем. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте Сатурн, величественную планету с кольцами. Почувствуйте, как ее спокойная и уравновешенная энергия окружает вас, наполняя мудростью и стойкостью. Представьте, что кольца Сатурна вращаются вокруг вас, укрепляя вашу жизненную структуру. Специальный ритуал на усиление этого шага. Для ритуала понадобится свеча белого цвета, лавровый лист, лист бумаги. В день, связанный с Сатурном, суббота, зажгите белую свечу. Напишите на листке бумаги свою главную цель или проблему, над которой хотите работать.
Поднесите лавровый лист к пламени свечи и скажите: «Сатурн, дай мне силу и мудрость, чтобы преодолеть все трудности и достичь своих целей». Положите записку под свечу и оставьте свечу догореть. Храните записку на своем рабочем месте, чтобы напоминать себе о своем намерении. Шаг 2. Использование цветов Козерога, серого и коричневого. Цвета Земли, такие как серый и коричневый, помогают Козерогу обрести внутреннюю гармонию. Эти оттенки символизируют стабильность, практичность и спокойствие. Ношение одежды или использование этих цветов в интерьере помогает Козерогу заземлиться и сосредоточиться на своих целях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: сила Земли и ее оттенков наполняет меня стабильностью и уверенностью. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя стоящим на вершине горы. Ваше тело окутано серыми и коричневыми оттенками облаков, которые создают щит, защищающий вас от беспокойства. Специальный ритуал на усиление этого шага. Для ритуала понадобится коричневая ткань, камень, любая галька. Возьмите кусок коричневой ткани и положите на него камень. Держите руки над камнем и произнесите: «Цвет земли укрепляет мои корни, приносит спокойствие и уверенность». Носите камень с собой в кармане или сумке, чтобы он напоминал вам о вашей связи с землей. Шаг 3. Работа с камнем Козерога ониксом. Оникс – камень, который помогает Козерогу обрести внутренний баланс и избавиться от страха. Его энергия укрепляет дух и помогает справляться с жизненными трудностями. Регулярное ношение оникса или медитация с ним способствует укреплению уверенности и защитного поля. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: энергия оникса охраняет меня и дает мне силу справляться с любыми вызовами. Визуализация, которую надо применять для этого: вообразите, что держите оникс в руках. Его черная поверхность отражает все негативные мысли и страхи, удаляя их из вашего сознания. Почувствуйте, как он наполняет вас спокойствием. Специальный ритуал на усиление этого шага. Для ритуала понадобится оникс, чаша с водой. Погрузите оникс в воду и оставьте его под лунным светом на ночь. На следующий день возьмите его в руки и скажите: «Оникс, ты мой защитник. Наполни меня уверенностью и гармонией». Носите камень в качестве украшения или держите рядом с собой. Шаг 4. Принятие ретроградного движения Сатурна. Ретроградный Сатурн – это время для анализа и исправления прошлых ошибок. Вместо страха перед этим периодом, воспринимайте его как возможность проработать кармические уроки и закрыть незавершенные дела. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю уроки прошлого и использую их для своего роста». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами открывается книга вашей жизни. Вы видите страницы, где записаны ошибки и уроки, но каждое слово светится золотым светом. Почувствуйте, как вы принимаете эти уроки с благодарностью. Специальный ритуал на усиление этого шага. Для ритуала понадобится свеча синего цвета, лист бумаги. Зажгите синюю свечу. Напишите на бумаге все ошибки или ситуации из прошлого, которые вас беспокоят. Поднесите лист к пламени свечи и скажите: «Я отпускаю прошлое и приветствую будущее с уверенностью». Позвольте бумаге сгореть, а пепел развейте на ветру. Шаг 5. Знание нумерологии числа 8, числа Козерога. Число 8 символизирует баланс и бесконечность. Используйте силу этого числа в своих действиях, медитируйте по 8 минут, планируйте задачи на 8 число месяца или выполняйте ритуалы в 8 часов ровно или 20 часов ровно. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: сила бесконечности направляет меня на пути гармонии и успеха. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте знак бесконечности, который медленно вращается перед вами. Почувствуйте, как его энергия наполняет ваше сердце балансом и внутренним спокойствием. Специальный ритуал на усиление этого шага. Для ритуала понадобится свеча золотого цвета. 8 числа месяца зажгите золотую свечу. 8 раз произнесите: «Бесконечность приносит мне гармонию и успех». Держите свечу, пока она полностью не догорит, чтобы закрепить эффект. Шаг 6. Обращение к стихии Земли. Как земной знак, Козерог может получать силу из контакта с природой.
Прогулки по лесу, работа в саду или даже простое прикосновение к земле способствуют внутреннему заземлению и восстановлению энергии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: сила Земли наполняет меня стабильностью и гармонией. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя древним деревом. Ваши корни уходят глубоко в землю, откуда вы получаете силу. Почувствуйте, как энергия Земли наполняет ваше тело. Специальный ритуал на усиление этого шага: для ритуала понадобится горсть земли, глиняный горшок. Поместите горсть земли в глиняный горшок. Держите руки над горшком и произнесите: «Стихия земли, укрепи мои корни и принеси мне гармонию». Храните горшок с землей в своем доме как символ связи с землей. Шаг 7. Работа с кармой через добрые дела. Козероги часто чувствуют груз прошлых ошибок или кармических долгов. Один из эффективных способов их устранения – это практика бескорыстной помощи. Помощь другим открывает новые пути для положительной энергии и баланса. Кармические законы гласят: то, что мы даем миру, возвращается к нам в троекратном размере. Выберите человека или организацию, в которой вы можете помочь, исходя из ваших возможностей. Это может быть помощь словом, делом или финансово. Делайте это без ожиданий, наполняя каждый поступок любовью и искренностью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: каждое доброе дело очищает мою карму и приносит мир в мою душу. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте светящийся шар энергии в вашем сердце. С каждым добрым делом он становится все ярче и начинает излучать тепло и свет, который обволакивает окружающий мир. Специальный ритуал на усиление этого шага: найдите вечером тихое место, зажгите белую свечу. Напишите на листе бумаги 3 поступка, которые вы совершили во благо другим. Сверните лист и с благодарностью сожгите его, произнося: «Я благодарен за возможность служить миру. Моя душа очищается, моя карма обновляется». Развейте пепел на ветру или смойте в воде. Шаг 8. Укрепление корневой чакры. Корневая чакра, или Муладхара, отвечает за чувство безопасности и стабильности. Для козерогов ее работа особенно важна, ведь они стремятся к устойчивости во всех аспектах жизни. Поддерживать баланс этой чакры можно через практики заземления. Начните день с дыхательной практики, концентрируясь на нижней части позвоночника. Упражняйтесь в йоге, выполняя асаны, такие как поза дерева, врикшасана или гора Тадасана. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя связь с землей крепка. Я укоренен и стабилен. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что из ваших стоп растут мощные корни, глубоко уходящие в землю. Эти корни питают вас энергией планеты, укрепляя вашу силу. Специальный ритуал на усиление этого шага: встаньте босиком на землю, песок или траву. В течение 10 минут медитируйте, представляя себя деревом с крепкими корнями. Скажите трижды: «Я заземлен. Земля дает мне силу и стабильность». После завершения оставьте на земле небольшой камешек как символ благодарности. Шаг 9. Символика горы, путь Козерога. Гора – это архетип Козерога. Она символизирует стремление к вершине, достижение цели и преодоление препятствий. Чтобы настроиться на свою внутреннюю силу, визуализируйте свою жизнь как восхождение на гору. Разделите вашу главную цель на несколько этапов. Каждый день делайте хотя бы небольшой шаг, который приближает вас к вершине. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я уверенно двигаюсь к своей вершине. Каждый шаг укрепляет мою силу. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя альпинистом, который уверенно поднимается по склону. Почувствуйте прохладу горного воздуха и радость от каждого шага ближе к вершине. На самой вершине вас ждет яркий свет, символизирующий ваш успех. Специальный ритуал на усиление этого шага: нарисуйте символ горы на листе бумаги. Внизу напишите свою главную цель, а на вершине – то, что она принесет в вашу жизнь. Каждый день перед сном зажигайте небольшую свечу перед этим рисунком и проговаривайте: «Моя цель ясна. Я с уверенностью двигаюсь к вершине». Когда вы достигнете цели, поблагодарите Вселенную и сожгите рисунок как символ завершения. Шаг 10. Астрологическое усиление через полнолуние.
Полнолуние – это время максимальной энергии, очищения и освобождения. Для Козерога это шанс освободиться от ненужного и зарядиться силой Луны. В день полнолуния проводите время на свежем воздухе, под лунным светом. Медитируйте, сосредотачиваясь на том, что хотите отпустить из своей жизни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я очищаюсь и обновляюсь под светом Луны. Ее энергия наполняет меня силой». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как лунный свет окутывает вас, словно серебряный поток. Он смывает все ненужное и наполняет ваше сердце светом и спокойствием. Специальный ритуал на усиление этого шага. Зажгите серебряную или белую свечу. Напишите на бумаге то, что хотите отпустить. Выйдите под лунный свет и прочитайте свои записи вслух. Затем сожгите их, говоря: «Свет Луны освобождает меня. Я обновлен и чист». Развейте пепел на ветру, чувствуя легкость и свободу. Шаг 11. Принятие силы затмений. Затмения, солнечные и лунные, это мощные периоды перемен. Они помогают завершить старое и начать новое. Во время затмений Козерогам важно быть открытыми к трансформации. В дни затмений анализируйте свои жизненные приоритеты. Освободите место для новых возможностей, отпустив то, что больше не служит вашему росту. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с благодарностью прощаюсь со старым и с радостью принимаю новое». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как затмение скрывает все ненужное из вашей жизни. Когда свет возвращается, вы видите себя обновленным, готовым к новым вершинам. Специальный ритуал на усиление этого шага: в день затмения зажгите черную свечу для солнечного затмения или серебряную для лунного затмения. Напишите две части: на одной половине бумаги то, от чего вы хотите избавиться, на другой то, что вы хотите привлечь. Сожгите ненужное, произнося: «Я отпускаю это из своей жизни». Вторую часть храните в укромном месте, регулярно читая ее. Шаг 12. Установление целей с помощью планетарных циклов. Движение планет дает Козерогам энергию для реализации целей. Установите ваши задачи в период прямого движения Сатурна и работайте над ними, следуя его циклам. Отметьте периоды ретроградного и прямого движения Сатурна. Используйте ретроград для анализа и исправления ошибок, а прямое движение – для действий. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я гармонизирую свои цели с движением Вселенной. Мои усилия приносят плоды». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте Сатурн как гигантский механизм, который движется с идеальной точностью. Почувствуйте, как вы становитесь частью этого механизма, находя идеальный ритм. Специальный ритуал на усиление этого шага: в день, когда Сатурн возвращается в прямое движение, напишите ваши главные цели. Зажгите фиолетовую свечу, произнеся: «Сатурн ведет меня. Мои цели ясны, мои шаги верны». Храните список целей в надежном месте и пересматривайте его в ретроградный период для корректировки. Шаг 13. Работа с лунным узлом. Лунные узлы – это точки пересечения орбиты Луны и эклиптики Земли, символизирующие кармические пути и жизненные уроки. Изучите свое положение лунных узлов в натальной карте, чтобы понять свое кармическое предназначение. Используйте это знание для личного роста и гармонизации своей жизни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я осознаю свое кармическое предназначение и иду по пути своего истинного «Я» с уверенностью и радостью». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте яркую дорожку, освещенную мягким лунным светом, которая простирается перед вами. Каждый шаг по этой дорожке приближает вас к вашему предназначению, открывая новые возможности и раскрывая ваш потенциал. Специальный ритуал на усиление этого шага: найдите тихое место ночью, когда видна луна. Подготовьте белую свечу и небольшой блокнот или журнал. Сядьте удобно, закройте глаза и глубоко вдохните несколько раз, чтобы успокоить ум. Представьте, как свет Луны освещает вашу карту жизни. Найдите символ лунных узлов и визуализируйте их как яркие звезды, указывающие путь. Откройте блокнот или журнал и запишите свои мысли о том, как лунные узлы влияют на вашу жизнь. Запишите цели, связанные с вашим кармическим предназначением.
Зажгите свечу и положите ее рядом с записанными целями. Благодарите Вселенную за руководство и поддержку. Позвольте свече догореть самостоятельно. Шаг 14. Медитация на мудрость предков. Подключение к энергии предков помогает получить доступ к их опыту и мудрости. Это укрепляет связь козерогов с корнями и помогает находить решения в сложных ситуациях, опираясь на проверенные временем знания. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мудрость моих предков направляет меня и помогает мне достигать успеха и гармонии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в древнем святилище, окруженном духами предков. Они улыбаются вам, обнимают вас теплом и делятся своими знаниями и опытом, помогая вам найти верный путь в жизни. Специальный ритуал на усиление этого шага. Найдите спокойное место и подготовьте свечи, камни, например, аметист, и фотографии или символы ваших предков. Зажгите свечи и разместите фотографии или символы предков перед собой. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Представьте, как духи предков окружают вас светом и теплом. Попросите их о совете и поддержке. После медитации запишите любые подсказки или советы, которые пришли к вам во время медитации. Благодарите предков за их мудрость и поддержку. Погасите свечи, сохраняя записанные мысли для дальнейшего размышления. Шаг 15. Введение ежедневных ритуалов благодарности. Практика благодарности помогает настроиться на позитив и привлекает больше благополучия в жизнь. Ежедневные ритуалы благодарности укрепляют связь с Вселенной и помогают ценить то, что уже есть. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: благодарность наполняет мое сердце и привлекает новые возможности и радости в мою жизнь. Визуализация, которую надо применять для этого: вообразите свой внутренний сад, где каждый акт благодарности превращается в яркий цветок, распускающийся и наполняющий сад красотой и ароматом. Почувствуйте, как этот сад растет и процветает с каждой благодарностью. Специальный ритуал на усиление этого шага. Возьмите блокнот и ручку, а также несколько свечей оранжевого или золотого цвета. Утром или вечером сядьте в тихом месте, зажгите свечи и настройтесь на позитивное мышление. Запишите 3 вещи, за которые вы благодарны сегодня. Это могут быть как большие достижения, так и мелкие радости. Прочитайте написанное вслух, чувствуя благодарность за каждую из записанных вещей. Представьте, как каждая благодарность превращается в светящийся шар энергии, наполняющий ваше пространство. Закройте блокнот и сохраните его на видном месте, чтобы каждый день добавлять новые записи благодарности. Шаг 16. Осознание силы времени. Понимание, что у каждого действия есть свое время, помогает избежать спешки и стресса. Уважение к циклам времени способствует гармоничному развитию и достижению целей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я доверяю времени Вселенной. Все происходит в свое идеальное время, и я иду по своему пути с уверенностью и спокойствием. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте огромные часы, где каждый тик символизирует гармоничное течение времени. Вообразите, как вы движетесь вместе с этими часами, чувствуя ритм и синхронность с природными циклами. Специальный ритуал на усиление этого шага: найдите место с видом на часы или используйте изображение часов. Приготовьте блокнот и ручку. Сядьте удобно и сосредоточьтесь на дыхании, успокаивая ум. Представьте, как время течет плавно и гармонично. Почувствуйте, как вы синхронизируетесь с этим потоком времени, отпуская необходимость контролировать каждый момент. Запишите в блокнот, какие аспекты вашей жизни требуют терпения и доверия к времени. Определите шаги, которые вы можете предпринять, чтобы лучше согласовываться с природными циклами. Благодарите Вселенную за дар времени и за возможность расти в своем ритме. Закройте ритуал, сохраняя записанные мысли для дальнейшего размышления. Шаг 17. Обращение к архетипу мудреца. Архетип мудреца символизирует знания, опыт и внутреннюю мудрость. Подключение к этому архетипу помогает козерогам принимать взвешенные решения и делиться своей мудростью с окружающими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу мудрость в себе и делюсь ею с миром, становясь источником вдохновения и поддержки для других. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в старинной библиотеке, полной мудрых книг и знаний.
Вы находите книгу, которая раскрывает ваши внутренние силы и мудрость. Ощутите, как эта мудрость наполняет вас и распространяется вокруг вас, влияя на окружающих позитивно. Специальный ритуал на усиление этого шага: подготовьте свечу синего цвета, символизирующего мудрость, и книгу или журнал. Зажгите свечу и сядьте с книгой или журналом, создавая атмосферу умиротворения и сосредоточенности. Визуализируйте себя как мудрого учителя или мудреца, обладающего глубокими знаниями и опытом. Почувствуйте связь с этим архетипом и его силой. Запишите подсказки и мудрые мысли, которые пришли к вам во время медитации. Подумайте, как вы можете применить эту мудрость в своей жизни и делиться ею с другими. Благодарите архетип мудреца за его присутствие и руководство. Позвольте свече догореть, сохраняя записанные мысли для дальнейшего использования. Шаг 18. Введение лунного дневника. Ведение лунного дневника помогает отслеживать свои эмоции и события в соответствии с фазами Луны. Это способствует лучшему пониманию своей энергии и синхронизации с природными циклами. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я живу в гармонии с лунными циклами и обретаю внутреннюю силу и баланс». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте Луну в разных ее фазах, от новолуния до полнолуния и обратно. Смотрите, как каждая фаза отражается в вашей жизни, влияя на ваши эмоции и действия. Почувствуйте, как вы адаптируетесь и растете вместе с лунными циклами. Специальный ритуал на усиление этого шага: возьмите блокнот и подготовьте ручку. Можно добавить лунные символы или рисунки. В начале каждого лунного цикла: новолуние, первый квартал, полнолуние, последний квартал, посвятите время записи своих целей, эмоций и событий. Во время каждой записи уделяйте несколько минут медитации, чтобы настроиться на текущую фазу Луны и ее влияние на вашу жизнь. В блокноте записывайте свои мысли, чувства и события, связанные с каждой фазой Луны. Обратите внимание на то, как лунные циклы влияют на ваше настроение и действия. В конце каждого цикла проанализируйте записи, выявите закономерности и используйте эти знания для планирования будущих действий. Благодарите Луну за ее влияние и руководство, сохраняя дневник как инструмент для дальнейшего саморазвития и гармонизации с природными циклами. Эти детализированные шаги помогут вам глубже понять и устранить недостатки, используя богатство астрологических знаний, кармических законов и энергетических практик. Применение этих методов позволит козерогам раскрыть свой потенциал и достичь гармонии с собой и окружающим миром. Друзья, мы прошли долгий путь, разобрав 25 причин ненависти к козерогам и нашли способы трансформировать каждую из них, используя силу астрологии, кармических законов и древней магии. Мы разобрали, как правильно работать с энергией Луны, времени, мудрости предков и даже с лунным узлом, чтобы освободиться от негативных программ и направить свою жизнь на путь успеха и внутренней гармонии. Но самое важное, что мы поняли, это то, что каждая проблема имеет решение. И главное, каждый из нас способен изменить свою судьбу, если действует осознанно и с любовью к себе. Все шаги, которые мы рассмотрели, не просто теоретические, а практические инструменты, с помощью которых можно не только преодолеть кармические препятствия, но и стать сильнее, мудрее и гармоничнее. Если этот ролик был полезен для вас, не забывайте подписываться на наш канал «Астрология мудрости», ставить лайк и делиться этим видео с друзьями. И если мы наберем 6000 лайков, я обязательно выложу новый ролик о том, как козерогам стать успешными и раскрыть свою полную силу. Пишите свои мысли и комментарии ниже, мне интересно узнать, как вам понравились эти практики и что еще вы хотели бы узнать о магии астрологии. Давайте расти вместе. Оставайтесь с нами, продолжение следует.